Формула – это сочетание когерентного мозга и когерентного сердца. Когда вы соединяете их друг с другом, вы обретаете способность более эффективно воздействовать на свое тело, разум и на свою жизнь. От состояния когерентности мозга и сердца вас отделяют только ваши мысли. Когда мы можем войти в это состояние без внешних стимулов, без посредников и внешней среды, тогда мы обретаем свободу. Когда мы управляем своими эмоциями, мы управляем своей реальностью. И я надеюсь встретиться с вами в моем будущем. Привет всем, это доктор Джо. Многие люди говорят о настоящем моменте или о сейчас, но я хочу предложить вам другое понимание. Существует элегантный момент, согласно нашим исследованиям, когда человек выходит за пределы себя, выходит за пределы своей личности или своей идентичности, связанной с той личной реальностью или жизнью, которую он жил каждый день. И именно этот процесс выхода за пределы себя позволяет вам создавать не из известного, не из этой личности, а из неизвестного, из новой личности, из другого состояния бытия. Когда мы изучали это, мы поняли, что существует момент, когда человек имеет возможность диссоциировать, то есть отделиться от своего тела. Другими словами, у него нет осознания или внимания к своему телу, он забывает об окружающей среде. А из чего состоит ваша окружающая среда? Подумайте о тех элементах, которые составляют все в окружающей среде. У вас есть тела, люди, объекты, вещи, места, куда вы ходите, животные, домашние питомцы, растения. Но давайте просто назовем это телами или объектами и вещами. Итак, каждая из этих объектов, этих тел, этих вещей, этих людей, как мы говорили в наших предыдущих эпизодах, имеет нейронную сеть в вашем мозге, что означает, что оно известно вам. Итак, как мы уже говорили, изменение заключается в том, чтобы быть больше, чем ваше тело, больше, чем ваша окружающая среда и больше, чем время. Это означает, что если знакомое прошлое, основанное на воспоминаниях и эмоциях, удерживает нас связанными с прошлым, а предсказуемое будущее — это ожидание одного и того же события в вашем будущем на основе того, что вы сделали в прошлом, то это известно. Тогда есть только одно место, где существует неизвестное, и это сладкое место щедрого настоящего момента. Потому что как только мы находим настоящий момент, мы можем начать выполнять более глубокое понимание и строить от этой точки. Итак, вот что мы сделаем. Помните, что то, как вы думаете, и то, как вы чувствуете, имеет драматическое влияние на вашу жизнь. Если вы не можете мыслить больше, чем чувствуете, или если чувства стали средством мышления, и эти чувства – знакомые эмоции из прошлого, то если вы не можете мыслить больше, чем чувствуете, то вы думаете о прошлом. И если вы верите, что ваши мысли имеют какое-то отношение к вашей судьбе, ваше прошлое станет вашим будущим. Как мы говорили ранее, большинство людей просыпаются утром с чистым листом. Они ничего не чувствуют, они ничего не думают. И поскольку мозг является артефактом всего, что вы узнали и пережили, он является банком памяти известного «я», автобиографического «я». Это отражение всего известного в вашей окружающей среде. Большинство людей начинают думать привычными способами, и их привычные мысли — это воспоминания, а эти воспоминания связаны с эмоциями. Конечно, они начинают свой день, вспоминая какое-то событие и ощущая его эмоции. В основном это их проблемы. Они начинают свой день в состоянии, которое одинаково каждый день, и это становится бессознательной привычкой. Они возвращаются к одной и той же идентичности, одному и тому же состоянию мышления и чувствования, одному и тому же
состоянию бытия. Если вы спросите человека, как дела сегодня, он ответит: «Я несчастлив». Каждый раз, когда вы говорите «я», вы приказываете своему разуму и телу следовать к судьбе, потому что вы сочетаете свои мысли и чувства. «Я» — это ваше состояние бытия. Большинство людей скажут: «Я несчастлив», «Я разочарован», «Я зол», «Я негативен», «Я страдаю». И это их утверждения, в которые они верят каждый день. Поэтому становится понятным, что когда они используют другое утверждение, например, «я изобилен» или «я счастлив», эта мысль никогда не повлияет на тело, потому что тело не чувствует счастья, оно чувствует несчастье. И пока мы не начнем менять тело, эта мысль в конечном итоге не сможет проникнуть в тело. Итак, мы сказали, что это знакомое прошлое. Большинство людей так делают, и затем они просыпаются утром и проходят через серию привычек, рутинных действий, которые они выполняют каждый день. Другими словами, они потеряли свою свободу воли из-за серии программ, и их тело тянет их в одно и то же будущее, одно и то же известное будущее, основанное на том, что они делали вчера или в прошлом. Для меня это карма. Они живут одной и той же жизнью каждый день. Но нет невидимой силы, которая делает это с ними. Они просто 95% времени бессознательны. Я говорю, что если вы не находитесь в настоящем моменте, то в большинстве случаев люди запускают программу и находятся в бессознательном состоянии. Подумайте об этом. 95% времени люди не осознают того, о чем должны были бы осознавать. Итак, вот знакомое прошлое — это известно, вот предсказуемое будущее — это известно, и привычка жить в этом предсказуемом будущем, в рутине, на автопилоте, означает, что для того, чтобы изменить что-то, мы должны проявить волю, свободную волю, которая больше, чем бессознательная программа, из-за которой мы потеряли нашу волю. Это значит, что нам нужно вывести мозг и тело из воспоминаний и эмоций, знакомого прошлого в настоящий момент. Мы должны быть больше, чем тело, что означает, что мы не можем думать о людях в нашей жизни, о нашем телефоне, о нашем боссе, о наших коллегах, о наших детях в процессе медитации. Мы не можем думать о наших питомцах, боли, финансах, новостях, электронных письмах, текстах. Это все известные вещи. И пока мы думаем о известном, мы думаем одно и то же. Чем сильнее эмоции, которые мы испытываем из-за какой-то проблемы или состояния в нашей жизни, чем больше мы обращаем внимание на этих людей или проблемы, тем больше мы вкладываем свою энергию в них. Проблема с вашим коллегой, проблема с вашим телом, проблема с финансами, проблема с вашим бывшим, проблема с детьми. Чем сильнее эмоция, которую вы испытываете из-за этой проблемы, тем больше вы обращаете внимание на человека или причину. Если вы вкладываете свое внимание, вы вкладываете свою энергию, тогда становится понятно, что вы отдаете свою силу, вы отдаете свою жизненную силу, свое разрешение на изменение этому человеку или этой проблеме. Каждый человек, каждая ситуация, каждое место, каждый объект. Помните, я говорил, что они представляют собой нейронные сети в вашем мозге. Чем больше вы обращаете внимание на этого человека или проблему, тем больше вы отдаете этому человеку свою энергию, потому что эмоция связывает вас с этим человеком или проблемой. Становится понятным, что если вы сидите в медитации, и ваше тело начинает злиться, потому что оно обычно злится в 8 утра из-за пробок, или вы смотрите новости, или обычно проверяете свои электронные письма в это время на работе и осуждаете всех своих коллег, и ваше тело привыкло к этим химическим реакциям, вы не осознаете, что это делаете, вы просто делаете это автоматически. Но теперь вы внезапно подавляете эти эмоции в теле и больше не активируете и не связываете эти мысли в своем мозге.
Но ваше тело сбилось с графика. Оно привыкло злиться в 8 утра и осуждать в 7:30, потому что вы делали это каждый день. Поэтому становится понятно, что тело будет хотеть испытывать эти эмоции, потому что оно к этому привыкло. Тело начнет влиять на ваш разум. И, если вы не чувствуете этого из внешней среды, оно вспомнит какое-то воспоминание, чтобы вы снова ощутили эту эмоцию. Именно здесь люди говорят: «Я не могу медитировать, это слишком сложно». На самом деле, когда это происходит, вы делаете свою медитацию правильно. Это значит, что вы находитесь в процессе изменений, потому что все это выходит на поверхность, и вам нужно это увидеть, чтобы изменить. Чем сильнее эмоция, которую вы чувствуете из-за какой-то проблемы или состояния в вашей жизни, тем больше вы обращаете на это внимание. И то, куда вы направляете свое внимание, туда вы направляете свою энергию. Вы отдаете много своего внимания и энергии различным людям и проблемам в своей жизни. И в какой-то момент эта энергия эмоций заставляет нас сосредотачиваться на этом человеке. Мы можем сказать, что мы начинаем создавать электромагнитную связь со всем известным в нашей жизни, с каждым человеком, каждым объектом, вашим телефоном, вашим домом, местом, где вы спите, местом работы, вашим компьютером, вашей машиной, вашим боссом, коллегами, братьями, сестрами, родителями, детьми. Все эти элементы имеют ассоциированные с ними эмоции. Поэтому становится понятным, что пока вы продолжаете обращать внимание на все эти элементы в вашей жизни, вы забираете всю свою энергию и направляете ее от себя. В вашем внутреннем мире мыслей и чувств не остается энергии, чтобы думать иначе, чем все известное в вашей жизни. Если вы сидите в медитации и начинаете чувствовать эти эмоции, я хочу, чтобы вы поняли, что не время вставать и включать свой телефон, не время проверять сообщения, не время садиться за компьютер, чтобы проверить почту, включать телевизор или радио, или звонить другу. Это то, что делают люди, когда думают, что не смогут изменить свои эмоциональные состояния. Когда эта эмоция поднимается, знайте, что вы делаете все правильно. Если у вас есть возможность научиться снижать громкость этой эмоции и вернуть свое тело в настоящее мгновение, именно в этот момент вы говорите телу, что теперь не он разум, а вы. Если вы сможете снизить громкость этой эмоции, станет понятно, что вы отвлечете свое внимание от этого человека или проблемы и начнете ослаблять эти энергетические связи. Если вы продолжите практиковаться и будете работать над снижением громкости этой эмоции, наступит момент, когда вы больше не будете думать об этом человеке или проблеме, и теперь вы разрываете эти энергетические связи, возвращая энергию к себе. Мы это измерили. Вы начинаете строить свое собственное электромагнитное поле. Вы забираете свою силу обратно, позволяете себе изменить свою жизненную силу, чтобы создавать и строить свое собственное поле. Теперь есть энергия для исцеления. Теперь есть энергия для создания новой жизни. Я описываю это так. Допустим, вы используете своих родителей, чтобы подтвердить свою эмоциональную обусловленность вины. Вы используете своих друзей, чтобы подтвердить свою зависимость от страдания. Вы используете своего бывшего, чтобы подтвердить свою обусловленность к обиде. Вам нужен этот человек. Вам нужна эта проблема в вашей жизни, чтобы чувствовать эту эмоцию. Вы используете своих врагов, чтобы подтвердить свою обусловленность или привязанность к ненависти. Когда вы сидите в медитации и учитесь преодолевать эти эмоции, я хочу сказать, сколько вашей творческой энергии связано с виной, сколько вашей творческой энергии связано со страданием, сколько вашей творческой энергии связано с ненавистью или обидой, которую вы могли бы использовать для создания новой судьбы. Если вы направляете свое внимание на свои проблемы и просыпаетесь утром, начиная думать о них,
и эти воспоминания из прошлого, и к этим воспоминаниям прикреплены эмоции, то в момент, когда вы начинаете вспоминать эти проблемы и связанные с ними эмоции, вы откачиваете энергию из настоящего момента в прошлое, потому что именно там находится ваше внимание. Точно так же, когда вы просыпаетесь и в рутине своего бессознательного мышления начинаете думать обо всех людях, которых вам нужно увидеть, обо всех местах, куда вам нужно пойти, обо всех делах, которые нужно сделать, обо всех встречах, на которые нужно попасть, обо всех поручениях, которые нужно выполнить, обо всех людях, которых нужно увидеть в вашей знакомой реальности, вы откачиваете энергию из настоящего момента в это предсказуемое будущее. Теперь подумайте. Когда вы откачиваете энергию в это предсказуемое будущее и знакомое прошлое, воспоминания из прошлого — это знакомые мысли, а чувства этих воспоминаний — это знакомые чувства. Воспоминания или ожидания будущих событий, которые произойдут в вашей жизни, связаны со всем известным в вашей жизни. Одни и те же люди, одно и то же место, одни и те же объекты, одни и те же вещи. И каждая из них вы можете предугадать, какое чувство будет связано с каждым опытом в вашем предсказуемом будущем. Тогда становится понятным, что ваша энергия, ваш способ мышления и ваши чувства, мысли являются электрическим зарядом в квантовом поле, а чувства — магнитным зарядом в квантовом поле. Если вы думаете и чувствуете в знакомом прошлом и предсказуемом будущем, и вы думаете точно так же, то ваша энергия остается точно такой же, и ваша энергия полностью связана с этой линией времени, называемой автобиографическим «я». Проблема в том, что когда люди садятся и медитируют, они думают о своем кофе, когда пьют его, думают о душе, когда принимают душ, думают о том, как одеваться, когда одеваются, думают о том, что будут есть на завтрак, когда завтракают, проверяют электронную почту и думают о работе. Когда работают, думают об отпуске. Когда находятся в отпуске, думают о работе. И в итоге никогда не находятся в настоящем моменте, потому что мозг — это машина предсказаний, и ему нравится знать, что произойдет дальше. Если вы можете предсказать, что произойдет дальше, это известно, что значит, что в жизни человека нет места для неизвестного. Потому что существует так много известных моментов, что ожидание следующего события становится привычным. Если же вдруг произойдет что-то неизвестное, это будет неудобный момент для них. Когда вы закроете глаза и станете никем, ни одним, ничем, нигде и ни в какое время, в тот момент, когда вы заметите, что возвращаетесь к известному, думаете о людях, предметах, вещах или месте, где вам нужно быть. Просто осознайте, что ваше внимание на известном. Остановитесь, вернитесь обратно в настоящий момент, расслабьте тело. Это практика, это труд ради сладкой точки, щедрого настоящего момента, где существует неизвестное. Надеюсь, вам понравится. Sit up. Eyes closed. Take a breath. And relax. Формула — это сочетание когерентного мозга и когерентного сердца. Когда вы соединяете их друг с другом, вы обретаете способность более эффективно воздействовать на свое тело, разум и на свою жизнь. От состояния когерентности мозга и сердца вас отделяют только ваши мысли. Когда мы можем войти в это состояние без внешних стимулов, без посредников и внешней среды, тогда мы обретаем свободу. Когда мы управляем своими эмоциями, мы управляем своей реальностью. И я надеюсь встретиться с вами в моем будущем.